Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам еще один узор из серии «Простые узоры», который исполняется очень легко, смотрится достаточно интересно и не банально. С этим узором будет очень красиво смотреться летняя футболка, топ, маечка, например, вот как на этом фото. Также, если вы уже начинаете подыскивать идеи для вязания демисезонных, осенних изделий с длинным рукавчиком, также можно присмотреться к этому узору. Несмотря на его ажурность, он замечательно подойдет для таких вещей. С этим узором будет красиво еще смотреться кардиган, к примеру, который вы свяжете не полностью этим узором, а только 1, 1,5, 2 раппорта узора будут украшать низ изделия и связаны этим узором рукава. Будет очень элегантно и необычно все это выглядеть. Свой образец я вязала из хлопковой пряжи 250 метров в 100 граммах на спицах номер 3,5. Для этого узора не нужно подбирать как-то по-особенному размер спиц, поэтому я бы рекомендовала прислушаться к рекомендациям производителя с учетом плотности вашего личного вязания. Давайте рассмотрим этот узор. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Вот эта волна, это искусственно сформированная при помощи ВТО. Сам узор формирует неявно выраженную волну, и если не вытягивать специально, как это сделала я, ее в узоре видно не будет по низу изделия. Если же вы вяжете от горловины, рисунок будет смотреться вот таким вот образом. Также очень интересно и необычно. Изнаночная его сторона выглядит вот так. Особенностью этого узора является то, что количество петель в разных рядах отличается. Поэтому, когда вы будете набирать петли для вязания изделия, я бы рекомендовала начинать вязать с первого ряда и исходить из того, что раппорт составляет 20 петель в ширину. Если вы вяжете по кругу, то вы набираете количество петель кратное 20, если же поворотными рядами кратное 20 плюс 3 петли. Итак, раппорт узора я озвучивать не буду, так как он разный. Исходим из 20. Раппорт узора в высоту составляет 24 ряда. Итак, вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора. И, как я уже сказала, я буду исходить из того, что раппорт составляет 20 петель в ширину. Поэтому я набрала 23 петли. 20 раппорт узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные. Давайте начнем. Первый ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю. Далее 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого я поменяла расположение петель на классическое, то есть первая дужка петли должна смотреть на меня, чтобы петли не получались скрещенными. И провязываю их одной лицевой вот таким образом. Далее накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязываю также накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петля должна быть открыта, то есть вторая дужка смотреть на меня. И провязываю я их вот таким образом. Далее идет 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая. Это я провязала один раппорт узора. Ряд заканчиваю 1 лицевой петлей симметрии и кромочной. Все четные ряды в этом узоре вяжутся
изнаночными петлями. Накиды провязываются также изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, то все четные ряды провязываются лицевыми, накиды также провязываются лицевой петлей. Думаю, здесь никаких сложностей возникнуть не должно, поэтому эти ряды я буду пропускать. Вместе с вами буду провязывать только те изнаночные ряды, которые имеют какую-либо особенность. Третий ряд. Кромочная петля, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, далее 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Вы повторяете и провязываете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия, а поворотные ряды заканчиваете петлей симметрии, здесь она лицевая, и кромочной петлей. Пятый ряд. Как видите на схеме, этот ряд начинается с провязывания 3 петель вместе. Но так как в третьей петле нет соответствующего накида в начале ряда, то начинать я буду не с 3 петель, а с 2 петель вместе. Итак, кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Далее вы вяжете 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Как она провязывается, я покажу чуть позже, когда буду провязывать вот этот элемент. А я заканчиваю ряд, поэтому я буду провязывать не 3, а 2 вместе лицевой с наклоном влево, задействуя при этом петлю симметрии. Вот таким вот образом. И этот ряд у меня заканчивается просто кромочной петлей. 7 ряд. Кромочная петля, и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Следите за тем, чтобы петли не были скрещенными. Далее идет накид, 9 лицевых петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, и я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии, здесь она лицевая, и кромочной петлей. 9 ряд также начинается 3 вместе, и по той же самой причине в начале и в конце ряда я буду провязывать не по 3 вместе, а по 2 петли вместе с соответствующим наклоном. А в середине полотна, как и на схеме указано, я эти петли провязываю как 3 вместе со второй центральной петлей. Итак, 9 ряд, кромочная петля, я ее просто пересняла. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, чтобы не сбивался рисунок узора. Далее идет накид, 11 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Накид. Дальше вы вяжете 3 вместе со второй центральной петлей, и только в конце ряда провязываете так, как я, 2 вместе лицевой с наклоном влево, и при этом здесь участвует петля симметрии. Ряд же заканчивается просто кромочной петлей.
11 ряд, кромочная петля. Дальше идет 7 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Здесь вы можете себя проверить. Смотрите, когда мы делали убавление вправо и влево, между ними была одна лицевая петля, вот эта петелька, и по цепочке вы должны проследить, что вот эта петля, из которой мы сейчас будем вывязывать 7 новых петель. Итак, у меня все здесь правильно, ошибки нет, и я начинаю из одной вывязывать 7 лицевых петель. Провязала первую петлю, как обычно, петлю не сбрасываю с левой спицы, делаю накид, в эту же петлю продеваю спицу и провязываю еще одну лицевую. Петлю при этом я не сбрасываю, пока не провяжу таким способом 7 петель. Итак, 3 петли я вот провязала, делаю накид, это 4-я петля. 5-ю петлю вывязываю, 6-я петля у меня идет накид, и 7-я лицевая, после чего я только сбрасываю петлю с левой спицы и продолжаю вязать по схеме. Так как я провязываю только один раппорт узора, то это у меня будет 6 лицевых петель. Ряд заканчиваю петлей симметрии, это лицевая петля и кромочная. Вместе с вами я провяжу 12 ряд, покажу, как провязываются вот эти набранные петли из 1 7. Итак, кромочная петля, 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И я дошла до новых петель. Здесь единственный важный момент – это то, чтобы петли не переместились, не перекрутились, и вы провязали их по порядку, чтобы вот эта свечечка, цветочек, тюльпанчик смотрелись красиво и выразительно. Здесь, когда вы провязываете, четко видно, что вот эта лицевая петля, она как бы дальше находится, а вот здесь ближе находится вот ее дужка, это накиды. И вот оно должно все это чередоваться. Лицевая накид, лицевая накид. Давайте провяжем лицевую по изнаночной стороне. Мы провязываем изнаночной петлей, накид также изнаночной петлей. Вот когда провязываете, четко видна последовательность. 3-я петля, 4-я, 5-я, 6-я и 7-я. Как вы заметили, начинала я провязывать не с накида и закончила. Значит, все я провязала верно. Это вот такой моментик самопроверки. Далее, так как опять-таки у меня только один раппорт узора, я провязываю 6 изнаночных петель. И на этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. У меня это изнаночная скрещенная. 13 ряд. Кромочная петля. И начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые петли и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной петлей. Как, возможно, вы заметили, начиная с 13 ряда я провязываю тот же самый рисунок, тот же самый узор, только со смещением в пол раппорта. 15 ряд. Кромочная петля, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид,
2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 лицевая петля и симметрично 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 17 ряд. Кромочная петля, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. И теперь я буду вот эти 3 петли провязывать 1 лицевой со 2 центральной петлей. Мне удобнее провязывать все 3 петли вместе, поэтому я первую и вторую петли меняю местами. Для этого я первые 2 петли переношу на правую спицу, за работой подхватываю первую петлю, а перед работой вторую. И вот таким образом я поменяла их местами. И теперь все 3 петли я провязываю 1 лицевой. Вот таким образом. Дальше идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И на этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд же я заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 19 ряд. Кромочная петля. Дальше идет 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 4 лицевые петли, 3, 4. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю лицевой, это петля симметрии, и кромочной. 21 ряд. Кромочная петля, дальше 6 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, накид. И вот эти 3 петли также провязываю 1 лицевой со 2 центральной петлей. Я поменяла первую и вторую петли местами и провязываю их вместе 1 лицевой. Вот таким образом. Дальше накид и 5 лицевых петель. 3, 4, 5. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 23. Последний лицевой ряд этого узора. 23 ряд начинается с вывязывания из 1 петли 7. Но это начало ряда, поэтому в начале и в конце ряда я буду вывязывать иное количество петель. Итак, в начале ряда кромочная петля, и я вместо 7 из 1 петли тем же самым способом вывязываю 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Здесь я заканчиваю вязать накидом и сбрасываю петлю. Дальше у меня идет 13 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Вы продолжаете вязать, провязывая из 1 петли 7 лицевых. И только лишь в конце ряда из этой 1 петли симметрии вы провязываете 4 лицевые петли. Итак, 1, 2, 3 и 4 также заканчивается накидом, и ряд я заканчиваю кромочной петлей. Я думаю, вы смогли убедиться на моем примере, насколько простой в исполнении этот рисунок, но смотрится действительно неординарно,
очень интересно и изысканно. И провязав образец, вы захотите связать с ним полноценную красивую вещь. Всем хорошего дня и до встречи на канале!